Хадза – одно из последних племен Африки, которое продолжает жить охотой и собирательством, почти не изменяя свой образ жизни за тысячи лет. Они населяют север Танзании близ озера Эяси и полностью зависят от природы, лесов, рек и болот. Для них еда – это не просто потребление калорий, а глубокая философия, отражающая гармонию с окружающим миром. Каждое утро начинается с того, что мужчины планируют охоту, женщины и дети отправляются собирать ягоды и плоды. Все, что добыто, должно быть съедено в тот же день. Никакой пищи не хранится. Еда у Хадза – это способ жить настоящим моментом, быть внимательным к природе, понимать ее ритмы и уметь использовать дары окружающего мира. Мир, где человек не доминирует над природой, а сотрудничает с ней, где каждая трапеза – это результат наблюдения, терпения и умения прислушиваться к окружающему. Мужчины Хадза проводят большую часть дня на охоте. Она требует терпения, наблюдательности, молчаливого движения и точного расчета. Оружие – простые луки и стрелы, иногда с каменными или костяными наконечниками, а иногда с самодельными железными наконечниками. Мужчины выбирают стратегию. Кто-то подкрадывается к стаду антилоп, кто-то устраивает засаду на птиц, обезьян или мелких животных. При охоте важно не только умение стрелять, но и знание поведения животных, следов на земле, ветра, звуков леса. После добычи мясо разделывают на месте, используя камни, кости или палки. Крупную тушу режут на части, мелких животных жарят целиком. Мужчины знают, как выбрать подходящий огонь. Слишком сильный жар сгорит мясо, слишком слабый оно останется сырым. Процесс сопровождается наблюдением за углями, запахом мяса, звуками леса. Охота у Хадза – это ритуал, развивающий терпение, внимательность и уважение к природе. Женщины и дети проводят день в поисках съедобных растений, ягод, плодов. Корни плодов – основа питания, особенно в сухой сезон, когда дичь становится редкостью. Женщины выкапывают клубни палками, очищают их от земли и песка, чтобы сохранить питательные вещества. Затем корни запекают в горячей золе или на раскаленных камнях. Фрукты и ягоды, например, дикорастущий виноград, плоды баобаба или сезонные дикие фрукты, едят свежими или смешивают с медом. Мед добывают с помощью дыма, аккуратно извлекая соты, а затем едят прямо с ними или добавляют в корни и фрукты. Дети наблюдают за действиями взрослых, учатся различать съедобные и ядовитые растения, запоминать места произрастания, развивать ловкость и внимательность. Собирательство – это не только способ питания, но и обучение, социальное взаимодействие и воспитание уважения к природе. Женщины передают детям знания, показывая, как правильно добывать растения, как проверять их свежесть и питательность. Приготовление пищи у Хадза – это искусство, основанное на опыте и наблюдательности. Мужчины и женщины тщательно выбирают древесину, тонкие ветки для быстрого огня и толстые стволы для долгого тления. Крупную добычу разделяют на части, внутренности готовят отдельно, мясо обжаривают на углях или подвешивают над костром. Мелких животных и птиц жарят целиком, иногда используя палки. Корни плодов
очищают и помещают в горячую золу, накрывают листьями или землей, чтобы сохранить тепло и аромат. Через некоторое время клубни становятся мягкими. Аромат копчености смешивается с запахом мяса и меда, наполняя весь лагерь. Плоды баобаба измельчают и смешивают с водой или медом, получая густую питательную смесь. Все делается с большой осторожностью и вниманием. Мясо переворачивают, проверяют корни, аккуратно выдавливают мед из сот. Звуки треска костра, шорох листвы, легкий гул насекомых создают атмосферу живого лагеря. Каждый шаг точный, отточенный поколениями, без спешки, с уважением к природе и продуктам. Когда пища готова, весь лагерь собирается вокруг костров. Люди садятся на землю, руки заняты мясом, ягодами и медом. Каждый кусок распределяется справедливо, дети тянутся к меду, взрослые аккуратно разламывают мясо и делят корни, женщины наблюдают, чтобы каждый получил свою долю. Старейшины обсуждают, кто проявил ловкость на охоте или внимательность при сборе растений. Мясо едят руками, каждый кусок пережевывается медленно, наслаждаясь текстурой, ароматом и вкусом. Запах копченого мяса, горячих корней, свежих ягод и сладкого меда наполняет воздух. Дети учатся аккуратно брать мясо, очищать корни от золы, делиться медом и фруктами. Питание хадза – это философия жизни. Мужчины рискуют жизнью на охоте. Женщины и дети добывают корни, плоды и мед. А вечером все это соединяется в коллективной трапезе у костра. Хадза. Живут сегодняшним днем, доверяя природе и ее ритмам. Современный человек привык к изобилию, но у хадза каждый кусок – результат труда, внимательности и уважения. Еда – это культура, общение, обучение и связь с поколениями. Трапеза у костра – символ единства племени, его силы, выносливости и гармонии с природой. Здесь нет спешки, искусственных добавок или избытка. Только человек, природа и огонь. Каждый кусок – это труд, опыт поколений и благодарность природе за ее дары. История хадза напоминает, что питание не просто калории, а образ жизни, уважение к окружающему миру и гармония с ним. Питание хадза сильно зависит от времени года. В сезон дождей в изобилии появляются ягоды, фрукты и клубни. Еды становится больше, племя живет легче. В сухой сезон охота играет решающую роль. Тогда мужчины проводят больше времени в поисках животных, а женщины выкапывают корни, которые могут сохранять влагу и питать организм. Орехи, баобаба и мед добываются круглый год, но в разные сезоны в разном объеме. Такой ритм делает их жизнь гибкой и зависимой от природы.
Жизнь хадза учит ценить каждое мгновение, уважать труд и природу, осознавать процесс добычи и приготовления пищи, видеть в еде не только средства выживания, но и культурную, социальную и духовную ценность. Каждый кусок еды – это результат совместной работы, мастерства, терпения и наблюдательности, а трапеза становится символом единства, традиций и устойчивости племени. Вывод, который можно сделать из жизни хадза, прост и одновременно глубок. Пища – это не только источник энергии, но и ключ к пониманию культуры, социальных связей, гармонии с окружающим миром и мудрости, проверенной временем. И на этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. До скорой встречи и увидимся в следующем видео. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик.